Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы и наводнения. Все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Камчатки, где продолжает бушевать циклон. Обрушившийся на Камчатку охотоморский циклон принес сильные осадки в виде снега с дождем, штормовой ветер и, как следствие, масштабные подтопления в населенных пунктах, включая Петропавловск, Камчатский и Елизово. За несколько дней в регионе выпало около трети месячной нормы осадков. Плюсовые температуры привели к таянию снега и образованию жидкой снежной каши и гололедицы на дорогах. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду до 35 метров в секунду в некоторых районах. Дороги затоплены. Жители сообщают, что по городу приходится передвигаться практически вплавь. Имеются сообщения об отключениях электроэнергии и интернета в некоторых районах. Губернатор Камчатского края мобилизовал все профильные службы и ведомства, МЧС и подразделения переведены в режим повышенной готовности. Организовано патрулирование основных маршрутов, для перевозки жителей при необходимости задействованы вездеходы. Занятия в школах Петропавловска, Камчатского и Елизова отменены 5 декабря как в первую, так и во вторую смену. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Предприятиям было рекомендовано сократить рабочий день. Объявлено штормовое предупреждение в акватории Тихого океана и Берингового моря, ожидаются волны высотой до 9 метров. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и быть осторожными на трассах. По данным синоптиков, влияние циклона сохранится в течение 5 декабря, после чего погода должна улучшиться. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вчера в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Эпицентр землетрясения находился примерно в 156 километрах от города Аксу, недалеко от границы с Кыргызстаном и Казахстаном. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Помимо Китая, землетрясение ощущалось в ряде регионов Казахстана. В Алматы расчетная интенсивность толчков составила 3 балла, ощущались многоминутные колебания на верхних этажах. В населенных пунктах Алматинской, Житурской и Жамбылской областей интенсивность составила 2-3 балла. Почувствовали толчки также жители Кыргызстана. По имеющейся информации, данных о погибших, раненых или значительном материальном ущербе нет. Сейсмологические службы продолжают мониторинг авторшоков в регионе. Во вторник сотрудники экстренных служб Западной Вирджинии в округе Мейсон провели сложнейшую и рискованную операцию по спасению водителя грузовика, кабина которого оказалась подвешенной над пропастью после съезда с обледенелой трассы. Инцидент произошел на эстакаде в 45 минутах езды к северо-западу от Чарльстона. В условиях сильного зимнего шторма и гололеда водитель грузовика потерял управление, в результате чего транспортное средство пробило ограждение и передняя часть кабины нависла над пропастью. На место происшествия немедленно прибыли спасательные службы, которые столкнулись с ювелирной задачей. Любое неверное движение или изменение баланса могло привести к падению кабины вниз. К счастью, благодаря слаженным действиям и использованию специализированного оборудования, спасателям удалось безопасно эвакуировать водителя из застрявшей кабины. Мужчина получил лишь незначительные травмы, несмотря на драматические обстоятельства происшествия. По данным местных властей, причиной инцидента стали экстремальные погодные условия, обильные снегопады и резкое понижение температуры, превратившие дорожное полотно в опасный каток. Власти призывают водителей к максимальной осторожности и соблюдению скоростного режима в условиях непогоды. Шторм Байрон, обрушившийся на юг Греции, превратил 4 декабря в день испытаний для жителей Лаконии. Ливневые паводки затопили низины, вызвали оползни и перекрыли дороги. По данным Национальной метеорологической службы, за несколько часов выпало от 100 до 150 мм осадков. В прибрежном поселке Скала спасатели провели спасательную операцию, вытащив водителя и 2 пассажиров из автомобиля, унесенного потоком.
В Гитио, главном порту Лаконии, вышедшая из берегов река Вьяс затопила набережную, центр города, дома и фермы. Вода поднялась до 80-100 сантиметров, уничтожив урожай оливок и цитрусовых на площади 50 гектаров. Около 150 человек были эвакуированы из низин, школы и магазины закрылись. Ключевые дороги к Спарте сейчас перекрыты оползнями, электричество отключено в 300 домах. По данным метеорологов, шторм затронул 60% Греции. Для Лаконии, Мани и Эвратоса действует красное погодное предупреждение. Штормовая погода в регионе сохранится до 6 декабря. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. На вулкане Сакурадзима продолжается постоянная активность. В течение вчерашнего дня было зафиксировано несколько выбросов пепла. Во время дневного извержения столб пепла поднялся на высоту до 1800 метров над уровнем моря. Под воздействием ветра выбросы пепла распространились в юго-восточном направлении со скоростью около 35 км в час. Вулкан Сакурадзима, расположенный на острове Кюсю, является одним из самых активных в Японии и находится в состоянии постоянной активности с регулярными мелкими извержениями. Японское метеорологическое агентство поддерживает уровень тревоги на 3-й отметке по 5-бальной шкале. Последнее крупное извержение произошло 16 ноября 2025 года, тогда столб пепла поднялся на высоту более 4 километров, что привело к отмене около 30 авиарейсов в аэропорту Кагасимы. 4 декабря активность была менее интенсивной, но постоянной. Основная часть дороги Джалан-Пакуан-Куда в Бенар-Мирии в индонезийской провинции Ачех обрушилась из-за продолжительных сильных дождей в этом регионе. Чиновники утверждают, что наводнение спровоцировало оползни, которые ослабили основание дороги, в результате чего значительная ее часть обрушилась. Также могли повлиять земляные работы, проводившиеся рядом с мостом для предотвращения наводнения. Министерство общественных работ Индонезии направило тяжелую технику для установки временных мостов для восстановления сообщения. Доступ к некоторым районам сейчас открыт только для небольших транспортных средств, а помощь доставляется по морю или с помощью канатной дороги. По последним данным, по меньшей мере 836 человек подтверждены погибшими в результате катастрофических наводнений и оползней на Суматре. Большинство смертей произошло в провинциях Северная Суматра, Западная Суматра и Ачех. Еще 509 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются, многие предположительно могут находиться под завалами оползней. Стихийное бедствие затронуло жизни более 3,3 миллиона человек. По некоторым данным, более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома и сейчас находятся во временных убежищах. В общей сложности бедствие охватило 51 округ в нескольких провинциях Суматры. Причиной стали проливные муссонные дожди, усиленные тропическим циклоном, который прошел над Малакским проливом. Это привело к выходу рек из берегов, массовым оползням, разрушению тысяч домов и критической инфраструктуры, в том числе дорог и мостов. Спасательные службы продолжают поисковые работы, но доступ ко многим изолированным районам по-прежнему затруднен из-за разрушенных дорог и отсутствия связи. 3 и 4 декабря город Кротоне в итальянском регионе Калабрия столкнулся с масштабными подтоплениями, вызванными аномально сильными и продолжительными ливнями. С вечера среды на город обрушились проливные дожди. По данным синоптиков, за чуть более 2 часов выпало свыше 100 мм осадков. Власти объявили желтый уровень погодной опасности для Кротоне и большей части Калабрии. Тем не менее, объем выпавшей воды превысил прогнозы и носил чрезвычайный характер. Ливни привели к скоплению воды в низинных районах, подтоплению домов, магазинов и дорог. Пожарные и службы спасения активно работали всю ночь, эвакуируя людей из затопленных автомобилей, расчищая улицы от поваленных деревьев и параллельно ведя откачку воды из жилых и коммерческих помещений. Ситуация в Кротоне стала частью общей волны непогоды на юге Италии, когда для ряда районов Калабрии, Апулии и Базиликаты объявлялся оранжевый уровень опасности из-за риска сильных ливней, штормового ветра и гидрогеологической нестабильности.
Жители прибрежного города Вэйхай в китайской провинции Шаньдун 3 декабря стали свидетелями редкого атмосферного явления. Во время сильного снегопада над Желтым морем в 1-2 километрах от берега напротив района Хуандяо сформировался водяной смерч. По данным китайской метеорологической администрации, бучный зимний вихрь образовался благодаря сочетанию сильного снегопада и относительно теплой морской воды, что создало необходимые условия для конвекции. Смерч не достиг суши и не причинил никакого ущерба, но вызвал удивление и восторг среди местных жителей. На столицу Малайзии, Куала-Лумпур, обрушился сильный ливень. И хотя продолжался дождь всего лишь в течение часа, он привел к внезапным ливневым паводкам, которые затопили ряд городских районов и создали серьезные транспортные проблемы. По данным метеорологического департамента Малайзии, за час выпало от 50 до 70 мм осадков, что превысило пропускную способность ливневой канализации. Уровень рек в низинах временно превысил опасные отметки, вызвав перелив на улицы. Под водой оказались 11 улиц в центре города, на основных магистралях образовались сильные пробки, движение транспорта было парализовано на несколько часов. В результате разгула стихии затоплено несколько магазинов, а также повреждено водой несколько автомобилей. По данным Департамента пожарной охраны и спасения Куала-Лумпура, сейчас вода полностью сошла, о жертвах не сообщается. Вулкан Фуэго, один из самых непредсказуемых в Центральной Америке, продолжает свою бурную активность, которая усилилась и достигла пика в ночь на 4 декабря. Было зафиксировано от 8 до 13 взрывов в час, лава при этом взлетала на высоту до 300 метров. Выброшенный столб пепла поднялся на высоту до 4800 метров. По склонам вулкана скатились потоки лавы и вулканические бомбы на расстояние до 1000 метров. В радиусе 10-20 километров от вулкана в населенных пунктах, включая Панимаши 1-2, Морелия и Санта-София, зарегистрировано выпадение пепла. Из населенного пункта Епакапа власти эвакуировали 100 человек. Все школы в департаменте Эскуэнтла закрыли. В международном аэропорту Ла-Аурора было задержано 50 рейсов. Несмотря на это, уровень тревоги остается на низком уровне, соответствующем продолжающемуся извержению. Власти Гватемалы ведут постоянный мониторинг ситуации и призывают население соблюдать осторожность и не приближаться к опасной зоне вокруг кратера. В результате сильных проливных дождей в провинции Ламдонг во Вьетнаме, начавшихся вечером 3 декабря с интенсивностью 50-70 мм в час и достигших 100-150 мм в верховьях рек, произошло резкое повышение уровня воды и переполнение водохранилищ. Вода поднялась на 1-1,5 метра в жилых районах. Пострадали коммуны Сонг-Луи, Хонг-Сон и Льен-Хионг. Вода затопила более чем 1500 жилых построек. В округе Хамтанг введен режим экстренной эвакуации. Более 500 человек были переселены в школы и укрепленные здания. Жителям деревни Бингния помогли спасти имущество и домашний скот. Участки национальной трассы номер 1А в Сонг-Луи и Хонг-Сон были затоплены, уровень воды составил 50-80 сантиметров. Это привело к заторам на дорогах, что потребовало полного перекрытия движения. Власти провинции Ламдонг ввели оранжевый код погодной опасности, направив в пострадавшие районы команды спасателей и экстренные службы. Два извержения произошли вчера рано утром на вулкане Тааль на Филиппинах. Оба извержения длились около 2 минут. События сопровождались выбросами пара и пепла, которые достигли высоты 1200 метров над кратером, после чего рассеялись в юго-западном направлении.
Во время второго извержения наблюдался выброс раскаленных вулканических бомб на высоту до 300 метров над озером Тааль. Они упали в пределах зоны главного кратера и не достигли населенных пунктов. Для вулкана Тааль сохраняется первый уровень тревоги. По словам вулканологов, эти мелкие извержения являются нормальным поведением вулкана при текущем уровне тревоги и не свидетельствуют о неизбежном крупном извержении. Несмотря на это, власти Филиппин по-прежнему строго запрещают въезд на остров вулкана Тааль, который является постоянной зоной повышенной опасности. Сильные дожди, обрушившиеся на порт Судан, превратили улицы столицы Красного моря в реки и вызвали локальные наводнения в ключевых районах. По данным Национального совета гражданской обороны Судана, осадки продолжались около 4 часов. За это время выпало от 40 до 60 мм осадков, необычно много для декабря в прибрежной зоне. Уровень воды на дорогах поднялся до 30-50 сантиметров, что привело к подтоплениям более 100 жилых домов. Пострадали также главный торговый хаб города и площадь Аль-Тавра-10 в районе порта. Из-за разгула стихии около 200 человек были эвакуированы во временные убежища. Движение транспорта на ключевых дорогах было парализовано. Национальный совет гражданской обороны Судана направил в пострадавшие районы экстренные службы, одновременно были введены временные ограничения на движение транспорта. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.